Пару лет назад один из моих зрителей прислал мне удивительную фотографию. Вот в Киеве среди многоэтажек растет куст инжира. Естественно, растет безо всякого укрытия. И для меня это было очень удивительно. Подумав, порассуждав, я решил, что это все как раз благодаря микроклимату. Вот сегодня про микроклимат я и хочу с вами поговорить. Что это такое и почему это очень важно. Микроклимат – это фактически личная погода на вашем участке, в вашем саду. И вот эта личная погода может существенно отличаться от той погоды, которая в вашем селе или в вашем регионе. Если применить вот эту вот знаменитую метафору, популярную очень, что погода в вашем селе или в вашем городе – это средняя температура по палате. А вот микроклимат – это как раз состояние конкретного пациента. И повторюсь, вот этот вот климат, микроклимат на вашем участке может существенно отличаться от того, что вокруг. И садоводу, конечно, это важно понимать, и главное, важно этим пользоваться уметь. Микроклимат участка составляет, собственно говоря, 4 таких основных кита. Первый и, пожалуй, наиболее важный – это рельеф местности, на котором расположен ваш участок. Наверняка вы знаете, что холодный воздух имеет привычку спускаться, стекать вниз. И поэтому, если ваш участок расположен где-то в низине или на вашем участке есть какие-то ямы, то, естественно, там и будет скапливаться холодный воздух. Особенно это критично весной. Если там посадить какие-то плодовые деревья, наши обычные, то, скорее всего, весной они будут попадать под заморозки. Если же ваш участок расположен на южном склоне, то он получает больше солнечного света. Он, естественно, лучше весной прогревается, но летом как раз он быстрее будет высыхать у вас. А вот северный склон, там происходит все наоборот. Там температура низкая, держится достаточно долго, снег медленно тает. И северный склон, как правило, получает меньше света. Второй важный фактор микроклимата участка – это, конечно, ветер и ветрозащита. Все вы знаете, что ветер довольно быстро выдувает тепло с нашего участка. Он высушивает почву, высушивает наши растения в морозные дни. Да, именно вот сочетание мороза и ветра наносит очень большой вред нашим растениям. Мало того, ветер молодые саженцы, только посаженные, раскачивает из стороны в сторону и не дает им нормально укорениться. Только они начинают отращивать корешки, сильный ветер трепает их из стороны в сторону, эти корешки рвутся, и саженцу приходится заново все это делать. Поэтому, если у вас имеется вот узкий проход между домом и сараем, вот как у меня был на участке в Запорожье, где постоянно дул такой сквозняк, садить на таком участке какие-то плодовые культуры, наверное, не стоит. Они все время будут у вас страдать. А вот если у вас есть какая-то стена или какая-то живая изгородь, об этом чуть позже расскажу, то под такой вот защитой растения чувствуют себя, как правило, гораздо лучше. Следующий важный фактор микроклимата вашего участка – это тепловые аккумуляторы. Опытные садоводы знают, что это такое. Неопытные могут удивиться, что за тепловые аккумуляторы. А вот именно те самые стены, какие-то большие камни, которые за день накапливают тепло благодаря солнечному свету, а ночью потом его постепенно отдают. И таким образом сглаживают сильные перепады температур. Возле стены, скажем, кирпичной стены, южной, всегда создается, условно назовем ее, субтропическая зона. И это место идеально подходит для выращивания каких-то теплолюбивых культур, скажем, винограда. Виноград, который у вас будет плестись где-то по стене, будет себя чувствовать комфортно. Еще один вариант такого теплового аккумулятора – это, скажем, прудик. Даже небольшого размера прудик постепенно, медленно нагревается, но потом постепенно, медленно отдает это тепло. Конечно, с сильным морозом он не справится, но заморозки, в принципе, может помочь вашим деревьям и другим культурам пережить, потому что он будет как раз ночью, когда заморозки или ранним утром отдавать свое тепло. Опять же, прудик – это дополнительная влажность, и вот это испарение влаги для наших многих растений, естественно, хорошо. Не говоря уже о животных, насекомых, которые благодаря пруду, птицам, которые благодаря пруду могут нормально жить, существовать и жить именно на вашем участке. И, конечно, четвертый очень важный фактор – это тип почвы на вашем участке. Вы должны понимать, что песчаная почва, она прогревается быстрее,
Но точно так же быстрее потом остывает и быстрее высыхает. А вот глинистая почва, наоборот, она медленно прогревается. Но она долго держит это тепло, медленно его отдает. Но при этом на глинистых почвах, естественно, большая вероятность застоя воды, что для наших растений, в общем-то, не очень хорошо. И вот знание этих факторов дает вам, садовнику, как бы суперсилу. Вы можете попытаться перехитрить природу. Каким образом? Ну вот я сказал, южная стена. Если, скажем, в центральной части Украины у вас есть южная стена, то под ней фактически вы можете высаживать культуры, которые более подходящие для юга Украины. Я, конечно, не говорю про Крым, я говорю про Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую, Одесскую область. Вот культуры, которые там растут и чувствуют себя нормально, вы можете высаживать в центральной Украине, но под южной стеной. Ну вот в качестве иллюстрации пару примеров. Вот, например, персик. Если персик посадить в центральной Украине просто в открытом поле, очень велика вероятность того, что цветочные почки будут подмерзать. Но если же его посадить под южной стеной, то скорее всего, древесина будет хорошо вызревать, цветочные почки будут лучше сохраняться, и цветение будет более стабильным, более таким гарантированным. Или виноград. Вот для центральной Украины это вообще, наверное, классический пример выращивания винограда, даже теплолюбивых каких-то сортов, под южной стеной. Действительно, лоза хорошо вызревает и дает хороший урожай. И главное, этот урожай накапливает больше сахара, благодаря как раз вот этому теплу, который он будет получать от этой стены. Ну, пример из древнего Крыма. Когда-то греки, когда заселили Крым, они свой виноград начали выращивать на каменных стенах. Они из камня складывали стены, просто сухую кладку делали и под них сажали лозы. И это в Крыму, заметьте, где и так достаточно тепло для винограда. Но греки делали вот эти стены для того, чтобы виноград получал еще больше тепла. Ну или вот это, например, моя любимая культура айва. На самом деле айва, в принципе, довольно морозостойкое растение, и дополнительные какие-то ухищрения не нужны. Но замечено уже мной и не раз, что айва, посаженная где-то в таком затишном месте, под стеной какого-то дома, южной стеной, теплой, у нее плоды гораздо крупнее и гораздо вкусней. И урожая она дает больше. Имейте в виду, конечно, южная стена ни в коем случае не сделает на вашем участке субтропики. Она даже не спасет, скажем так, от сильных морозов. Она не перенесет вас в какую-то другую, более теплую страну. Нет. Но частично справиться, по крайней мере, с весенними заморозками южная стена вполне может. Сделать плоды более вкусными может. Сохранить ваши почки весной, чтобы они цвели и потом дали урожай, южная стена вполне может. Так что садоводу стоит этот прием использовать. Хотя, конечно, не стоит забывать, что иногда, довольно часто, летом гораздо лучше нагревается не южная сторона, не южная стена вашего дома, а западная. И, может быть, на вашем участке теплолюбивые культуры стоит сажать именно под западной стеной вашего дома. При правильном микроклимате, вот, например, правильно сделанная грядка, овощная грядка, на которой вы выращиваете редиску, салат, там зелень какую-то. Если вы ее правильно сделаете, то ваша редиска, скажем, может начать созревать на пару недель раньше. А помидоры вы можете снимать урожай еще и в октябре. Что значит правильно сделанная грядка? Сделайте ее многослойной. Сделайте углубление в земле, набросайте в него бревен каких-то трухлявых, желательно старых, толстых веток каких-то. Сверху все это закройте зеленой массой, свежескошенной травой, опавшими листьями какими-то, ну я имею в виду свежими листьями, пищевыми отходами, плохо перепревшим компостом, еще не созревшим. И на все это уложите толстый слой, ну примерно сантиметров 30, уже хорошей плодородной земли. Что произойдет? Вот этот центральный слой, куда вы пищевые отходы добавляли, скошенную траву, он начнет перепревать, ну, собственно, как и в компостной куче, и будет поднимать температуру вашей грядки. Ну, не сильно, ну, 1,5-2 градуса может и поднять эту температуру. Естественно, овощи, посаженные в такую грядку, будут чувствовать себя гораздо лучше. Тоже микроклимат своего рода, хотя, конечно, эффект от него не такой долговременный, ну, на один сезон, я думаю, хватит.
В какой-то мере хороший микроклимат вашего участка – это еще и дополнительная защита от всевозможных грибковых заболеваний ваших растений. Дополнительная, конечно, защита. Ну, все вы наверняка знаете, что если участок хорошо проветривается, не сквозняк, а именно хорошо проветривается, если он хорошо освещен, то и условия для возникновения грибковых заболеваний, скажем так, не очень подходящие. Эти самые грибковые заболевания любят застой воздуха, застой влажного воздуха, вот тогда им комфортно. Если у вас будет участок проветриваться, их будет меньше все-таки. Это, конечно, не полная гарантия избавления от них, но все же. Ну и вот тут самое время поговорить, наверное, про ветрозащиту. Очень такой мощный фактор на нашем участке. Ну, наверняка многие из вас думают, что если поставить массивные, большие, высокие бетонные заборы сплошные, то таким образом вы сделаете микроклимат лучше. Не совсем так. Да, растения, которые посажены непосредственно под забор, будут чувствовать себя, безусловно, в защищенном таком положении, их не будет трепать ветер, они будут получать тепло от этого забора и будут чувствовать себя лучше. Но вот эти сплошные заборы обладают одной такой неприятной вещью. Ветер, ударяясь в них, взмывает вверх, а потом с силой обрушивается вниз. Порой даже силой больше, чем изначальный ветер. И растения, которые посажены на расстоянии от такого сплошного забора, ну, скорее всего, будет им очень некомфортно от этих порывов ветра. Поэтому в садоводстве гораздо эффективнее считается не ставить сплошные заборы, а высаживать живые изгороди. Можно даже в несколько слоев эти изгороди делать. Как они работают? Ветер, ударяясь в живую изгородь, дробится на мелкие такие воздушные потоки. И с одной стороны ваш участок продолжает проветриваться, продуваться, скажем так, ветром, но при этом этот ветер слабенький, он зимой не вымораживает ваше растение. Вот я говорил, что ветер в сочетании с морозом – это очень сильный фактор, который вредит нашим растениям. Вот как раз живые изгороди в этом плане очень хорошая штука. Но, собственно, я снимал об этом видео, ссылку оставлю в конце этого видео и в описании, о том, что такое ветрозащита и как ее делать правильно на своем участке. Есть у нас на участке, я бы так сказал, отапливаемые места. Что это значит? Ну, у нас дома отапливаются каким-то образом, да, то есть газовый котел, например, работает. У него есть какая-то там, как это назвать, выхлопная труба, куда уходит вот этот вот сгоревший газ. Это все источник тепла для наших растений. Вентиляция, которая есть у вас в подвале или в доме, откуда выходит более теплый воздух, это тоже источник тепла. Ну, фасады наших домов, как я сказал, стены наших домов тоже источник тепла. Если у вас есть какие-то панорамные окна, большие окна в пол, это тоже дополнительный источник тепла для наших растений. Вот в таких местах как раз и нужно сажать теплолюбивые растения. Вот тот самый пример с инжиром, который я привел в начале, который каким-то чудом жил вот возле какой-то там киевской многоэтажки, скорее всего, там и был выход какой-то вот тепла откуда-то из дома, из подвала, может быть, и он благополучно зимовал там постоянно. Хотя, конечно, стоит помнить, что если ваш дом сделан уже по современным правилам, с хорошей термоизоляцией, то, ну, тут никакой пользы растениям от соседства с вашим домом отапливаемым, наверное, уже не будет. Источником тепла является канализация, особенно в частных домах, которая проложена неглубоко и может согревать корневую систему растений. Опять же, случай из моей жизни. Когда-то я из семян вырастил несколько саженцев магнолии крупноцветковой, вечно зеленой. Высадил их, но когда я наблюдал за ними, я удивлялся, но один из саженцев рос гораздо быстрее и цвести начал гораздо быстрее, чем остальные. Я долго удивлялся, пока до меня не дошло, что как раз вот там, где я его посадил, там и проходит канализационная труба из дома. Идет в общий колодец. Естественно, вот это тепло и позволяло этому саженцу чувствовать себя комфортно и зимой, и летом. Так что вот эти вещи, вот это отопление на нашем участке, конечно, стоит использовать. У меня даже была когда-то такая идея. Я хотел вырезать у себя в стене дома небольшое отверстие, вставить в него пластиковую трубу с вентилятором и в особо критичные зимние дни подогревать свои экзотические растения, которые высажены были в открытый грунт под стеной этого дома. То есть запускать туда под них вот этот вот теплый воздух из дома. Конечно, поставить термореле, чтобы ни в коем случае не перегреть эти растения, именно спасая их в какие-то критические моменты. В общем, использовать этот прием, тепло своих помещений, можно для спасения каких-то теплолюбивых, не всех, конечно, но теплолюбивых растений.
Ну а как же научиться читать микроклимат своего участка? На самом деле не так уж сложно. Для этого не нужны какие-то специальные приборы или особые навыки. Все, что нужно, это внимание и наблюдательность. Запоминайте места, где первым тает снег на вашем участке. Значит, это самое теплое место на участке. Запоминайте место, где снег, наоборот, лежит долго и тает в последнюю очередь. Это самое холодное место на участке. И сюда стоит сажать растения, которые более уязвимы к заморозкам. Скорее всего, в этом месте они будут просыпаться чуть-чуть позже. И, возможно, проскочат эти заморозки. Возможно, не факт. Станьте на своем участке в ветреный день. И если в какой-то точке участка вас продувает просто насквозь, значит, и растениям в этом месте расти будет не очень комфортно. Значит, стоит подумать о какой-то стене, ну, лучше живой изгороди в этом месте. Живая изгородь может быть не только по периметру участка. Лучше ставить несколько живых изгородей, чтобы ваш участок дробился на вот такие мелкие зоны. Поддерживать в такой маленькой зоне микроклимат, благоприятный для растений, гораздо проще, чем на большом участке, огороженном теми же самыми живыми изгородями со всех сторон. Ну и в заключение сегодняшнего видео в очередной раз дам вам совет. Заведите себе дневник наблюдений. В этом дневнике нарисуйте план своего участка. И вот именно на этом плане отмечайте все эти моменты. Вот здесь снег тает быстрее, здесь он тает медленнее, а вот в этой точке дует пронизывающий ветер. Вот это все поможет вам, ну, в конце концов, просто даже экономить деньги на погибших саженцах. Когда вы начнете понимать, что в какой-то части вашего участка, условно говоря, Африка, вот там нужно сажать теплолюбивые растения. А вот в этой части участка у вас Аляска, условно говоря, и здесь нужно сажать, наоборот, холодостойкие растения. Вот когда вы все это начнете понимать, ну, вы, собственно говоря, и станете думающим садовником. Ну вот, у меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Увидимся.